Всем привет, я Марина, и вы на канале Сакрамел. Торжественно клянусь сегодня творить маникюр. Вместе с вами создадим маникюр по вселенной Гарри Поттера с атмосферой Хогвартса, немного магии, символов факультета, и мы начинаем. Поехали! Друзья, вы даже не представляете, как долго я вынашивала эту идею сделать маникюр в стиле Гарри Поттера. И виной всему вот эта пластина для стемпинга, которую я вам показывала, мне кажется, еще в обзоре год назад. Я ее приобрела, но так и не использовала. Сейчас настало самое время, думаю, она нам сегодня очень пригодится. А пока буду убирать старое покрытие, старый маникюр. И пока я выполняю снятие, предлагаю немного поговорить о вселенной Гарри Поттера. Так, убираю полностью свободный край. Ой, отлетел кусок ногтя. Буду сегодня выполнять наращивание ногтей. Ну что, да начнется магия. Снимаю старое покрытие, оставляю тоненький слой и затем уже буду опиливать поверхность пилочкой. Сегодня у нас маникюр такой в живом формате, поэтому вы слышите звук пылесоса, но, к сожалению, по-другому никак. Мне хотелось это видео сделать максимально уютным, таким праздничным, атмосферным. Надеюсь, это видео вам понравится. Если это так, для меня будет большой честью почитать ваши комментарии под этим видео. И я буду ждать очень сильно вашей обратной реакции и пальчиков вверх. Хочу поделиться своей историей знакомства со вселенной Гарри Поттера. Честно, когда я впервые увидела фильм про Гарри Поттера, я была где-то во втором, в третьем классе, но помню, что даже уже тогда это был просто невероятный бум, и даже в школе у меня был дневник с Гермионой. Помню, на отдельном книжном рынке мама мне купила этот дневник, и я была самой, наверное, крутой девчонкой в классе, потому что таких ни у кого тогда не было. Было очень здорово. Но, признаюсь, я не читала книжки про Гарри Поттера, и только сейчас я потихоньку начинаю читать их своим детям. Мы начали с первой книги, но пока дальше не продвинулись. Я надеюсь, что им также будет интересна вселенная Гарри Поттера, и они потом затем, возможно, этим увлекутся и тоже погрузятся в эту атмосферу детства. Но, на самом деле, наверное, каждому поколению свое. Также хочу сказать, что я не являюсь каким-то ярым фанатом. Я знаю, что есть люди, которые пересматривают Гарри Поттера по, не знаю, 100 раз в год. У меня недавно была одна модель, которая сказала, что смотрела Гарри Поттера на различных языках, в том числе даже на китайском, потому что уже на русском, на английском ей настолько это неинтересно. Она его смотрела 100-500 раз. Кстати говоря, напишите в комментариях, как вы смотрели ли этот фильм. Может быть, кто-то из вас вообще его не любит или не знает. А может быть, кто-то является как раз-таки таким фанатом, который без ума и смотрит очень-очень много раз. Так вот, я не смотрела много-много раз, но несмотря на это, везде, где предоставляется возможность окунуться в вселенную Гарри Поттера, посетить какие-то тематические парки, студии, всегда стараюсь это делать и делаю это с большим удовольствием. Помню свое восхищение и удивление, когда я первый раз попала в Universal Studio в США, где есть локация со вселенной Гарри Поттера. Там огромный замок Хогвартс, практически, не знаю, натуральную величину. Конечно, это все декорация, внутри находятся различные аттракционы, но это было нечто. И больше всего меня поразил огнедышащий дракон, который сидит на банке Гринготтс. Это было нечто. Тогда я просто, не знаю, смотрела на все это глазами ребенка, восхищенным взглядом. Это было просто что-то нереальное. Нанесла базу, теперь отправляем в лампу на просушку. Но как там говорится, люминес. Все, пусть просушивается, ждем 30 секунд. Но а в этом году я посетила вообще уникальное место. Давно хотела увидеть своими глазами Англию, а именно Лондон. Не могла пропустить возможности увидеть своими глазами студию, где происходили съемки всех серий фильма, увидеть своими глазами декорации, костюмы,
палочки, даже маски гоблинов. Там настолько все было реалистично, меня это вообще поразило. Мы видели настоящие костюмы, которые участвовали в съемке. И знаете, так интересно, один костюм с начала серии такой чистый, красивый. Потом рядом находится второй костюм, точно такой же, но уже более грязный, где-то местами порванный, потому что ребята попали, например, в какую-нибудь там передрягу, и их костюмы, конечно, там порвались уже не такие чистенькие, как изначально. То есть и на каждую сцену точно такой же костюм, но по-разному оформленный. Это так вообще интересно и увлекательно. Видели различные парики героев, даже дом Дурслиев по Тисовой аллее, и даже машину, на которой летал Рон во второй части. В общем-то, там столько всяких интересных артефактов, на которые можно посмотреть. Для меня это было, просто чем-то невероятным. Я ходила от локации к локации, просто раскрыв рот, слушала аудиогида, который рассказывал обо всем. Это очень-очень здорово. Также показывали некоторые сцены, как снимали их. Например, когда ребята играли в сквиддич, и там находится метла каждого, из героев, и показывали, как создавали 3D-визуализацию того, что вокруг. В общем, это было очень любопытно. И знаете, я очень рада, что вот наша профессия мастера маникюра может дать такую возможность путешествовать по всему миру, открывать для себя новое и в том числе, возможно, радовать своего внутреннего ребенка вот такими посещениями знаковых мест Universal Studio или студии Гарри Поттера в Лондоне. Это очень здорово, поэтому мне кажется, у мастера есть все для этого. Делитесь в комментариях, как считаете вы и хотели бы вы оказаться в такой студии. Немного магии и формы готовы. Теперь можно выполнять моделирование. Буду устанавливать форму на ноготь и создавать подложку. Решила сделать все-таки не короткие ногти, а достаточно длинные, чтобы размахнуться на них и уже выполнить дизайн. Поэтому осторожненько устанавливаю. Кончик у меня будет блестящий, из блестящего акригеля. Ну а чтобы форма не упала, я возьму небольшое количество геля прозрачного и сделаю такой мостик, переход между натуральным ногтем к свободному краю, для того, чтобы формочка не падала. Прям маленькую каплю ставлю и распределяю, вот только по центру, буквально слегка промазываю и отправляем в лампу. И кончик буду делать из блестящего акригеля, поэтому ставлю небольшую капельку и сразу буду формировать форму современный миндаль. Ну и такую, говорю, достаточно большую длину. Этот акригель интересен тем, что у него светоотражающие частицы. Надеюсь, я не полностью потом перекрою кончик, и все-таки эти блестки будут видны. Все-таки праздничное такое настроение, и хочется чего-то блестящего. Вот такая красивая подложка. Сразу моделирую будущую форму и отправляем в лампу на просушку. Кстати, пока сушу, вспомнила, когда я была в тематическом парке и в студии Гарри Поттера, там везде была возможность купить и попробовать сливочное пиво. Я сегодня тоже подготовила в качестве реквизита ту самую кружечку, которую приобретала там, в Лондоне, и сделала такое сливочное пиво, как чай, и сверху взбитые сливки. Можете попробовать, это очень прикольно, типа как чай с молоком. Но на самом деле то, что было в студии, больше напоминало лимонад с какой-то такой сливочно-сырной пенкой. Это очень прикольно, очень здорово и отсылает тебя непосредственно к фильму. Это здорово, что действительно придумывают всякие такие интересные вещи для нас, в том числе и вкусняшки, шоколадки в виде лягушки, и которые вот с разными были вкусами неприятными, которые Гарри с Роном ели в поезде. Это здорово, это классно. Мне очень нравится, когда вокруг чего-то создается такой, можно сказать, что маркетинг, успешный маркетинг, когда тебе хочется погрузиться в ту атмосферу. Так, пока я рассказывала, подложка-то уже готова, и сделаю их на остальных ногтях. Вот такие ногти получаются. Может быть, вообще для Гарри Поттера нужно было делать ногти-когти. Но мне кажется, знаете, это в другом ролике. Ногти, какие-нибудь когти Дементра. Можно было бы попробовать. Вот, а сегодня у меня современный миндаль. Аккуратно снимаю подложки, чтобы не повредить тонкий слой. У нас уже что-то вырисовывается, какие-то блестящие ноготки. Но они прям совсем блестящими не будут. Все-таки я их разбавлю сейчас молочным.
чтобы на этом молочном потом можно было сделать какой-то дизайн. И молочным буду выкладывать основную архитектуру. Поскольку большая длина, я рекомендую сделать в 2 этапа. Сначала серединку достроим и затем зону около кутикулы. Набираю небольшое количество, промазываю серединку. Свободный край сильно не прокрашиваю молочным, чтобы он полностью не перекрылся. И все, ставим каплю и распределяем ее. В принципе, если длина не такая большая, то можно и за одну капельку совсем справиться. И делаю такую плавную дымочку ближе к свободному краю. Но еще раз повторюсь, что полностью свободный край не перекрываю. Все-таки блестки хочу, чтобы были видны. Если не будет хватать высоты, то потом ее можно достроить при помощи прозрачки. Тонкой кисточкой можно подправить где-то. Кстати говоря, такой же дизайн можно сделать и при помощи верхних форм. Если они вам больше нравятся из подручной, то почему бы и нет. У меня натуральная форма ногтей и скручивается, и растет вверх, и все ногти разные. Вот поэтому мне больше нравится себе делать на нижних формах. Получается достаточно аккуратно и чисто. И достраиваю архитектуру, зону около кутикулы, прям набираю небольшую горошину и делаю плавный переход от натурального ногтя к искусственному материалу. Если возвращаться к теме студии насчет стоимости входного билета, я специально зашла на сайт, посмотрела, стоимость 56 фунтов, это где-то около 6000 рублей, поэтому в принципе для парка, для развлечений такого уровня, мне кажется, что цена, она оправдана. А что касается мнения, что мастера тоже могут себе это позволить, я считаю следующее. Если мастер развивается, не стоит на месте, если он повышает прайс, если он уверен в своих работах, стремится к чему-то большему, возможно, к открытию своей студии или к преподаванию, то, конечно, затем он может куда-то поехать путешествовать, потому что хороший мастер, поверьте, он зарабатывает немало, и 200, и 300, даже 400, возможно, рублей в месяц, это просто мастер. Мы не говорим о том, если у этого мастера уже своя студия и, например, мастера, которые работают на него. Поэтому развиваться в нашей сфере можно, самое главное это просто делать, а не стоять на месте. Просушиваю этот слой и зону около кутикулы дострою прозрачным гелем. При необходимости мы можем поджать, для этого использую такой обратный пинцет. Устанавливаю по точкам роста, немного жду, придаю форму ногтю. Можно также использовать прищепочки для фиксации и уже отправить на окончательную полимеризацию этого архитектурного слоя. Еще больше моих путешествий, историй, не только про маникюр, вы можете увидеть в моем запрещенном грамме. Перейдите по ссылке в описании и найдите страничку, обязательно подпишитесь, я уверена, вам тоже это будет очень полезно. А сейчас свободный край достраиваю, ставлю небольшую каплю прозрачки и распределяю. Наша задача сделать единую плоскость от наивысшей точки до свободного края. Сильно за бликами не гонюсь, это тут ни к чему, так как будет поверхностный опил. Нам нужно будет сделать из таких ноготочков красивые конфетки. Что ж, по-моему, уже получились неплохие ноготочки, такие сосулечки, но мы-то сегодня с вами не для этого собрались, а все-таки сделать красивый дизайн в стиле Гарри Поттера, поэтому выполняем поверхностный опил и затем уже приступаем к дизайну. На самом деле я очень долго думала, что же конкретно сделать, какой дизайн, в какой цветовой гамме, потому что когда я пошла смотреть картинки на Pinterest, нашла очень много интересного, также вы можете туда перейти, вдохновиться, красивые сочетания, красный плюс желтый, в зеленых оттенках, в синих, просто глаза разбегаются, и я прям вот даже подготовилась, нарисовала целую схему, что сегодня буду выполнять, но об этом уже чуть позже. Пока я выполняю опил, предлагаю поговорить, почему же все-таки история про мальчика-волшебника стала настолько популярной, почему вот миллионы человек в мире, они смотрят, увлекаются этим течением, направлением, читают, смотрят фильмы. Кстати говоря, в скором времени должен выйти сериал, конечно, мы его очень ждем, да, кто тоже ждет, поставьте лайк к этому видео. На тему Гарри Поттера с другими актерами, понятное дело, что те уже давно выросли, вот, но в чем же парадокс, в чем же сила этого сериала, в том, что в нем разбирается как добро, так и зло,
как любовь, так и дружба. Мне кажется, каждый в таком возрасте хотел настоящих друзей, немного где-то побыть тем самым волшебником, иметь какие-то вот такие суперспособности. И на самом деле здорово, что в свое время Джоан Роулинг, она придумала такой рассказ про мальчика-волшебника. Кстати говоря, я слышала, что перед тем, как опубликовали ее рассказы, она обошла 12 издательств, которые ей отказали. И только потом какое-то из издательств все-таки согласилось напечатать книгу, и она стала вот настолько популярной, просто разлетелась по всему миру. О чем говорит эта история? Что не нужно бояться, и даже если раз не получилось, два не получилось, три не получилось, это не повод, чтобы опускать руки, сдаваться и бросать свою мечту. Поэтому, если вы мечтаете о своей студии, о преподавании, о путешествиях, о классной другой жизни, все в ваших руках, вот эта пилочка. И действительно я стараюсь показывать свою жизнь, как при помощи пилки, вот просто пилки и маникюра удается трансформировать жизни не только себя, но и наших учеников. Вот, если вы хотите тоже обучаться маникюру, вся подробная информация у нас есть в описании, переходите, смотрите, подписывайтесь. Ну а что, мы будем делать красивые ноготки. Ну что, ногти готовы, подложки есть, теперь приступаем к дизайну. И что-то мне так волнительно признаться, не знаю, что получится. Я очень хочу, чтобы получилось красивое, и мне, и вам понравилось. Сейчас буду смотреть на свою схему, как я что тут нарисовала. Кстати говоря, участвуя в чемпионатах, я также всегда рисовала такие схемы для того, чтобы выполнить дизайн на ногтях модели, и всегда это очень помогало. Берите тоже себе на заметку, если хотите на каждом ногте сделать разный дизайн, разными материалами, чтобы не запутаться. Я подготовила несколько пластин, они у меня от Swankin Stamping, и еще одна какая-то без надписи, наверняка я ее покупала где-то на Wildberries. Кстати говоря, в нашем телеграм-канале я обычно делюсь ссылками на все материалы, которые использую в роликах, поэтому набирайте в поиске слово Sacramel, подписывайтесь, и туда, там тоже много полезной информации. Но вот эта самая затейница дизайна, вот эта пластиночка от Swankin Stamping, они сделали ее совместно с Ревунова Nails, с Надеждой. И я, кстати, тоже во многом вдохновилась ее маникюром в стиле Гарри Поттера на создание своего маникюра. Поэтому здорово, что бренд делает вот такие коллаборации и прикольные коллекции. Возможно, без инициатора, другого преподавателя, инструктора не было бы таких пластин. Подготовила все для дизайна, и вы знаете, как это бывает, вечно такой хлам на столе. Ой, вообще это такая больная тема, особенно если ты делаешь стемпинг, то вообще все в грязи будет. Убираю и хочу сначала сделать на большой палец вот этот стемпинг отпечаток в качестве подложки, затем перекрою молочным. На самом деле очень долго думала, что же можно сделать, на какой палец, так, чтобы это и гармонично смотрелось, и интересно, и хотелось разглядывать. Пока что вот такой у нас отпечаток получается. Кстати говоря, лишнее можно подубрать. Вот просто беру обезжиривателем. Здесь у меня лишняя какая-то полосочка. Кстати, если ваша краска не оттирается обезжиривателем, то можно взять средство для снятия лака с ацетоном, тогда все будет хорошо оттираться. Все, и жду некоторое время, пока лак у меня подсохнет. У меня специальные краски для стемпинга, можно использовать и обычный лак, главное, чтобы он был высокопигментированным. Как будто еще каких-то элементов не хватает, поэтому добавим на свободный край чуть-чуть. Ну вот как-то так. Не хочу, чтобы блестки полностью перекрывались, поэтому лишнее тоже подсотру. Вообще, кстати говоря, интересно, что сейчас мастера прям конкретно делятся на два лагеря. Кто-то делает дизайны, а кто-то категорически против. Говорит, что я только за однотон, пожалуйста, покрытие ногтей каким-то камуфлирующим материалом, гелем, а дизайны делать не буду, даже меня не просите. И есть ряд мастеров, которым, наоборот, нравится дизайн, и они на этом тоже очень хорошо зарабатывают, потому что таких мастеров мало, правда, мало тех, кто делает дизайны. И, конечно, к ним всегда большая очередь и большой спрос на такой дизайн от соответствующих клиентов. Кстати, есть еще некоторые мастера, которые говорят, что мои клиенты не любят дизайн, но, скорее всего, это просто вы не привлекаете тех клиентов,
кто их просит. Возможно, вы не демонстрируете в соцсетях дизайны, или, может быть, у вас на руках тоже всегда очень простое покрытие. В общем-то, над этим можно работать. Самое главное, чтобы вам нравилось. Если вам нравится, то можно быть мастером, специализирующимся на этом. И покрывая большой палец молочным топом, хочу также покрыть в зоне около кутикулы и до середины ногтя, чтобы не полностью перекрывать кончик. Помню, что у меня там блестящий материал, блестящий акригель. И делаю это в небольшой слой. Можно, кстати, взять более камуфлирующий материал, но мне как раз-таки нужна такая полупрозрачность. Вот как-то так. И видно, что наши рисунки уже становятся не такими яркими. Это здорово, потому что я использовала данный дизайн в качестве подложки. Можно, кстати, заменить топ молочный на базу. На свободном крае слегка стягиваю и вот излишки по бокам убираю. Можно даже перевернуть руку для формирования ровной поверхности. Но я еще все-таки полностью ноготь затем перекрою прозрачным, потому что хочу, чтобы кончик был блестящим. На указательном сделаю два факультета, конечно, Гриффиндор и Слизерин, два факультета, которые всегда между собой соревновались. У каждого факультета есть своя особенность. Например, гриффиндорцы, они ценят честность, храбрость, благородство. И, наверное, если бы я была в мире Гарри Поттера, в мире Хогвартса, надеюсь, распределительная шляпа назначила бы меня студенткой этого именно факультета. Делитесь в комментариях, студентом какого факультета хотели бы быть вы. Почитаю об этом тоже ниже. Хорошо, мы теперь при помощи черной гель-краски будем делать отпечаток факультета и затем будем раскрашивать уже то, что внутри. Хорошо, что стемпинг это не наклейка, можно, знаете, не понравилось переделать хоть по 100 раз. Помню, когда я снимала свое большое видео по стемпингу, выполняла его целый день, потому что видео идет 40 минут, а это большое количество исходного материала. Я настолько надышалась уже этими ацетон-содержащими средствами, лаками для стемпинга, что просто потом в конце уже была никакая, но зато результат того стоил. Этот ролик есть на канале, вы можете перейти его и посмотреть, взять для себя очень много интересного в работе со стемпингом. После 100-500 попыток у меня все-таки получилось сделать идеально так, как я хотела, чтобы и надпись читалась, чтобы все было видно, при этом и тонкие линии. Давайте теперь разукрашивать. Прямо оставляю вот так на штампе и буду использовать другие оттенки лаков для заполнения. Мне потребуется золотой. Я обычно прям ставлю на скребок вот таким вот образом. И нужно очень быстро раскрашивать то, что внутри, для того, чтобы вот эта капелька еще не загустела. Это, знаете, как акрил, которым мы делаем ногти, тоже нужно работать быстро. С лаком то же самое. И теперь вот тоненькой кисточкой вокруг все это разрисовываю. Дело не быстрое, аккуратное, но поверьте, результат будет того стоить. Сзади подложку вот эту рисуем под надписью. Стараюсь очень высоко не выкладывать лак, потому что он может не просохнуть. Такая техника называется реверсивный стемпинг, когда мы идем от обратного, можно сказать. Так, теперь внутри. Посмотрим с обратной стороны. У нас прям так уже красивенько получается. А вокруг сделаем красным цветом. Конечно, не совсем будет напоминать герб Гриффиндора, потому что там несколько оттенков золотой плюс красный. Но здесь рисунок настолько мелкий, я думаю, тут это будет не критично. Думаю, вы мне это простите, те, кто любит Гарри Поттера, фанаты. Есть как есть, все-таки у нас такая тут миниатюра. Прямо не дышу, очень-очень осторожно закрашиваю. Раскрасила и теперь отставляю в сторонку, пусть красный подсыхает, потому что красный это у меня обычный лак, он сохнет дольше, нежели чем специальная краска для стемпинга. Самое главное, не забываем протирать кисточку, потому что кисточка очень быстро засохнет от обычного лака, или испортится, поэтому вытираем ее. И приступаем к следующему факультету, Слизерин, надеюсь, здесь быстрее все получится с отпечаткой. Также тщательно вытираем пластину, подготавливаем ее. Главные черты факультета Слизерин – это хитрость,
остроумие и целеустремленность. Но посмотрим, насколько у меня все быстренько получится. Для этого буду использовать второй штамп, пока на первом у меня сохнет рисунок. Перевожу. Ну, в принципе, можно сказать, что практически с первого раза. И теперь также будем раскрашивать этот рисунок, только мне понадобится, конечно же, зеленый цвет. Где название Слизерин, заполняю золотым. Конечно, им присущ не золотой цвет, а серебряный. Но я думаю, что в названии можно все-таки допустить золото. Будет смотреться издалека просто как желтенький. И давайте таким же образом сделаем змею. У нас будет не серебряный, а золотой, чтобы она переливалась все-таки. Если бы я использовала еще дополнительный оттенок, как серебро, думаю, что, возможно, уже получилась бы каша. Поэтому использую небольшое количество оттенков для того, чтобы все ногти были связаны гармонично между собой. А вот нужного оттенка зеленого у меня не нашлось, поэтому смешиваю более светлый зеленый с темным. Надеюсь, получится то, что нужно. Вот он уже становится темнее. В принципе, можно было даже и черного добавить. Не хуже бы получилось. Вот, теперь получился глубокий зеленый, такой, который нужен. Давайте прям даже маленькую капельку черного сюда введем. Вот, то, что нужно. Тоже имейте в виду, что краски для стемпинга можно смешивать. Да, это очень кропотливая работа. Думаю, такой маникюр должен и стоить соответствующе. Это не дизайн, который, знаете, 50 рублей за ноготь и все. Все-таки это ручной труд, где вот так вот все расписывается очень скрупулезно. Поэтому не продешевите, если вдруг будете выполнять такой дизайн на ногтях клиентов. У нас получается такой эффект раскраски, цветной рисунок. Все также отставляем, ждем, пока слегка подсохнет. А пока можем отпечатать первый наш рисунок. И такой лайфхак: для того, чтобы стемпинг хорошо прилип, буду использовать предварительно праймер. Он обладает липкостью, должно все получиться. Очень переживаю, потому что мы долго с вами разукрашивали этот рисунок, если не получится, будет правда обидно. Так, прикладываю, барабанная дробь. Давай, пожалуйста, отпечатайся. Не хочет кусочек переходить, блин. Возможно, я там плохо промазала праймером. Фух, мы это с вами сделали. Лучше промазывайте праймером. Не супер идеально, как я хотела, но ничего, издалека это будет смотреться красиво. Давайте на указательном, в том числе и боковушечки, промажем хорошо, чтобы точно все отошло. Но самое главное и не заливать еще поверхность. И вот чуть ниже у нас будет Слизерин. Отпечатываем. Тут тоже как-то в одном месте разошлась эта пленочка из краски. Аккуратненько поправляю ее. Не супер идеально получилось, как бы мне того хотелось. Но вот так вот визуально, издалека, если смотреть, то в принципе хорошо. И понятно, что здесь у нас змейка, тут у нас лев. Теперь давайте сделаем стемпинг на среднем. Я хочу сделать такое якобы солнышко красное. Для этого беру другую пластинку, также от Свенки, номер 65. И красный лак. Вот этот кружочек возьмем. Лак немного расходится, но это не принципиально. Это у нас лишь как подмалевочек такой под Хогвартский замок. Пусть будет так. А замок сам будем делать черным. Так, убираем излишки. Достаточно объемный слой. Такой замок прям темный у нас получился. И переношу его вот таким вот образом сюда. А поверх черного замка сделаю отпечатку золотым, для того, чтобы было вообще понятно, что это замок. Вот, и получается, золото уже прикольно смотрится на черном. Ну, здорово. А у кутикулы хочу сделать сову. Делаем обводку черную, а саму совушку внутри разукрасим белым. Будем делать по такому же принципу реверсивного стемпинга. Для такого стемпинга, конечно, требуется немалое количество лаков или красок, но я в свое время их купила много, когда снимала видео. Теперь мне надолго хватает,
потому что они хорошо стоят, в принципе, не сильно быстро сохнут, как обычные лаки. Вот, поэтому они мне периодически пригождаются. Сейчас, кстати, меньше почему-то пользуюсь стемпингом, хотя раньше во многие дизайны добавляла. Мне кажется, действительно сейчас как-то меньше тренд в целом на дизайны. Я помню время, когда были популярны там всякие мордашки, мультяшки, все, что с этим связано, и просто клиенты просили, мастера на это учились. Сейчас как будто бы этим не обязательно владеть, можно и стемпинг применять, и использовать специальные наклейки, трафареты. Большое разнообразие различных материалов и вариантов. Вот такая красивая совушка у нас получается. Жду, пока белый подсохнет, а пока наношу праймер. Ура! Получилась у нас птичка, я прям радуюсь. Давайте следующий ноготь. Будет у нас вот такая надпись. Я торжественно клянусь, что не замышляю ничего хорошего. Также обводка будет черной, а внутри хочу раскрасить золотым. Убираю все лишнее. Ставим. И по принципу того же реверсивного стемпинга будем раскрашивать внутри. Да, вроде мы выросли, а принципы разукрашивания у нас сохраняются еще с детства. Так интересно. И выросли, смотрим Гарри Поттера, и продолжаем разукрашивать что-то. Все мы хотим немножко попасть в детство обратно, как будто. Нанесла праймер, жду, пока он чуть-чуть испарится, и пробую перенести. Фух, отлично получилось, но, на мой взгляд, на этом ногте не хватает каких-то красных акцентов, поэтому давайте добавим стрелочек, таких вот Гарри Поттер. Кстати, думаю, можно было бы и внутри ее раскрасить красным. Сейчас пока отпечатаем, посмотрим, как это будет смотреться. Давайте попробуем заполнить, чтобы поярче было, что из этого получится, посмотрим. А на мизинце сделаем надпись 9,3, как платформа. Сначала золотом, а внутри, я думаю, что закрасим другим цветом. Тоже давайте красненьким попробуем. Стараюсь засохшими лаками не работать, потому что они дают более плотный слой, который будет долго сохнуть, поэтому добавляю новую краску и закрашиваю внутри. Перевернем, посмотрим, насколько красиво смотрится. Подумаю, может быть, стоит сделать 9,3 надпись черным. И сделаем вот этот значок для дополнения, но уже с черной окантовкой. Переношу на другой штампик. И внутри раскрасим золотым. И теперь переношу на праймер. Аккуратно отделяю штамп, чтобы не повредить рисунок. Можно дополнительно еще нажать на подушечку, чтобы точно все отпечаталось. Вот такие элементы у нас получаются. В целом такие ногти уже яркие. Вроде простая подложка, но в итоге получились ногти достаточно яркими. Но это еще не все. Смотрю, всего ли мне хватает. Наверное, продублирую черным вот эти зигзагообразные молнии. Даже можно сделать слегка с смещением, вот таким вот образом. Картинка получится более объемной. Хочу написать Поттер всем известным шрифтом, но тут нет такого имени, такого слова, поэтому буду индивидуально набирать каждую букву. Да, это не просто, тоже дольше, но зато получится прям то, что мы хотим. Вот, и получилось прям очень прикольно. Мне кажется, в тему как раз-таки кончик ногтя заполнился буквами, и получилась полная картина. Ну и теперь все перекрываем топом. У меня специальный для стемпинга, для того, чтобы ничего не размазалось. Хотя он тоже немного ложится кратерами. Можно просто слегка потолще нанести, чтобы не было такого эффекта. Но если вдруг все-таки пошли кратеры на такой толщине стемпинга, то можно дополнительным слоем еще пройтись топом. И тогда будет все хорошо носиться. Дополнительно, например, базы я не перекрываю, только топом.
Ну, есть разные способы закрепления стемпинга. Я предпочитаю просто в средний слой топом покрыть. Уже достаточно ярко, но и это еще не все. Чего нам тут не хватает? Конечно же, золотого снича, который сделан на мизинце, и на большом пальце сделан большими крупными буквами HP, Harry Potter, куда же без этого. Слегка матирую поверхность своего матового топа, так как буду потом делать втирку на черный цвет. Рисовать буду черным гель-лаком, достаточно плотным. Можно заменить на гель-краску. Мне, кстати, потребуется вот эта подложка, как пример того, какие буквы написать. Ну, поехали. Надеюсь, все получится с первого раза. Сначала самое главное понять, где все будет располагаться, поэтому такими тоненькими черновыми линиями просто делаю себе подмалевок, сильно как-то не рисую. Я сейчас себя ощущаю как свой ребенок, который только собирается в 1 класс, ему нужно рисовать прописи, как это делать непонятно, и вот мама показывает, как вот этот каждый листочек, стебелечек, палочку рисовать, завиточек. Вот здесь то же самое. Все, сушим. Так страшно, чтобы ничего не испортить. Все просушили, и теперь буду использовать втирку для того, чтобы ее втереть в эти буковки, чтобы они получились такие блестящие и красивые. Давайте попробуем по липкому слою сначала. Мне страшно стирать, честно говоря, липкость, потому что могут буковки стереться. Давайте попробуем так. Ага, я вижу, у нас и вокруг блеск остается, но это не проблема, мы можем перекрыть топом буквы, а все остальное вокруг стереть ненужное. Ой, ну какие красивые буквы, они прям горят. Все, остатки убираем мягкой кисточкой. Ну, в принципе, вокруг даже практически ничего не осталось, благодаря тому, что я забафила поверхность. Я думаю, что мы так оставим. Ой, очень красиво. Вот реально этот ноготь просто так горит. Конечно, тут не хватает каких-то красных элементов. Я даже не знаю, стоит ли что-то еще добавлять. Перекрываем топом в средний слой. Этот же топ для стемпинга. Он дает средний слой и хорошо будет держать втирку. Ну и теперь самое сложное напоследок, это снич. Мне хотелось бы сделать его не просто с втиркой, но еще и объемным. Так, давайте поступим таким же образом, чтобы втирка нигде на топ не прилипла. Слегка прямо по воздуху пройдусь бафиком, чтобы случайным образом не стереть наш стемпинг. И также сначала делаю подмалевок, где он будет находиться, и затем буду заполнять. Тоже перед собой держу рисунок, как его необходимо схематично зарисовать. Делаю небольшой подмалевок и отправляю в лампу на просушку. А серединку хочется сделать более выпуклой, объемной. Буду это делать топом, он имеет такую густоватую консистенцию, поэтому ставлю капельку в высоту и быстренько просушиваю фонариком. При необходимости эту каплю можно делать любого размера по высоте, как вам больше нравится. То есть можно сделать более плоский шарик или более выпуклый. Мне хочется такой более объемный. Фиксирую и также отправляю в лампу на полную полимеризацию. Если оставить его таким образом, то втирка будет отличаться, где крылышки и где серединка. Поэтому на серединку также наношу черный гель-лак, для того, чтобы втирка везде ложилась равномерно. Такая выпирающая пупырышка у нас получается на мизинце. Ну и финальный магический этап, когда мы покрываем втиркой, и снич уже становится прямо как из фильма. Таким блестящим, красивым, металлизированным. Классный эффект. Мягкой щеточкой убираю остатки. Даже сделаем еще следующим образом.
добавим некоторые элементы и повторно вотрем в тирку. Но эти элементы дополнительно практически не видно, поэтому оставлю так. Все-таки мне понравилось больше с черной обводкой. И вот теперь уже финишно покрываю топом. Ну что, маникюр получился, давайте посмотрим вместе с вами Wingardium Leviosa. Вот такой атмосферный маникюр получился с деталями. Если вы любите Гарри Поттера, то такой дизайн точно попадет в ваше волшебное сердце. Ну что я вам могу сказать, это было непросто. Даже мое сливочное пиво стало похоже на какой-то молочный коктейль. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, поддержите, поставьте пальчики вверх, пересылайте это видео другим своим знакомым. Ну а я выключаю свет. Нокс!